Здорово, дамы и господа! Вашему вниманию представляется путь аккаунта с нуля, без доната и без открытия осколков. Чего, блять? Да, вы не ослышались. В коллекционной игре, где все крутится вокруг получения героев, я планирую закрывать весь контент только теми героями, которые дает мне игра. Давайте чуть-чуть расскажу о себе. По сути, это уже мой второй серьезный полноценный аккаунт в рейде. На первом я отыграл на момент создания данного видео почти год, поэтому я не могу полноценно назвать себя новичком. И именно поэтому этот цикл видосов будет называться аккаунт с нуля, а не путь новичка. Путей новичка в сети пруд-пруди, и как по мне, простой путь новичка — это довольно легко и уже изъезжено. А вот если исключить возможность открывать осколки, то появляется некая пикантность в игре. Ну а еще, так кроме меня никто не делал. Ну, по крайней мере, я не находил таких видео. Итак, общую концепцию вы поняли. Теперь давайте обговорим правила. Нельзя открывать осколки. Никакие. Вот вообще, даже по-братски. Древние, темные, первозданные, сакральные — под запретом. Можно открывать лишь зеленые. Они же загадочные. Радужные осколки. Радужку открывать я буду, но есть большое но. Я не буду использовать героев, которые выпадают из радужки. Они будут лежать мертвым грузом на складе, и единственный случай, когда они прокачаются, только если из них прокачаются все герои, необходимые для слияния Микаги. Подземки, на боссов, в лес, город, войны фракции, их использовать нельзя. Исключительно для слияния Микаги. Что делать с цирконом, я пока не решил. Напишите свои варианты в комментариях. Естественно, нельзя донатить. Все исключительно ФТП. Цель вообще всего этого действа — показать и доказать, что в данную игру можно играть и покорять весь контент только на том, что тебе дает сама игра и разработчики на халяву. При этом довольно успешно. Что нельзя, определились. А что же мне доступно? Можно использовать ссылки для регистрации, по которым сразу дают стартовых героев. Можно использовать промики на получение стартовых героев, потому как в 26 году начинать исключительно с Каэлем — это отдельный вид. Deep Dark Fantasies. Это все, конечно, прекрасно, но смотреть, как какой-то игрок в игрушку копошится исключительно в компании и 20-м обычном драконе, никому не интересно. Но тут я могу вам гарантировать, что вы точно увидите закрытие всех хардовых подземелий, да, даже 10-ю лаву, закрытие всех ротаций башни, издевательство над лешем в трудном мрачном лесу, войны фракции, но тут небольшая оговорочка, обычные 100%, а вот харды, скорее всего, нет. Ну, посмотрим. Город, опять же, та же самая ситуация. В теории это возможно, но вот сколько времени это займет, в душе не ведаю, поэтому про город ничего гарантировать не буду. Выполнение слияний. Да, некоторые слияния можно сделать без открытия осколков, и вы это увидите. Ну и РТА. С РТА у меня отдельная история взаимоотношений. В прошлый раз я забрал Квинта за 122 игровых дня, и в этот раз я хочу попытаться сделать это быстрее. Получится ли это у меня, я без понятия, если честно. Может да, а может нет. А может пошел я нахер, и мы уже наконец приступим к просмотру видосика? 12 мая 26 года, пол первого ночи. Какая муха укусила меня в тот момент начать, я без понятия. Итак. Первым делом необходимо создать аккаунт. Ссылок для регистрации пруд-пруди на любой вкус и цвет. Многие советуют Нарму, шикарная барышня, но лично я предпочитаю парней. Выбирая между ссылкой с Фолином и Фолином, я наконец-то нашел ее. Неограненный алмаз, что получил отклик в моем сердце. И раз ссылка найдена, пора создавать аккаунт и качать клиент. Раз-два, и дело сделано. И врата в Телерию вновь приветливо открываются и зовут начать приключения. Но первым делом необходимо выбрать стартового чемпиона. Обычно все советуют брать Каэля, из-за того, что он ядовик и он поможет с клановым боссом. Но камон, сейчас не 19-й год на дворе, и будем откровенны, с моим стартовым пулом вообще пофиг, кого выбирать. Поэтому я выбрал Этель за счет ее мультиатак с руки. Глядишь, пригодится на лаве. Итак, проходим ни разу не навязчивое и очень полезное обучение. И вот оно, подарок судьбы. Забираю своего рыжебородого красавчика, который закроет мне практически весь контент. Но это, как вы понимаете, не все. Помимо героев по ссылке, я еще получу мадам Серис и героя по промокоду для новых игроков. Кстати, ссылка, по которой я начал, а также ссылка для Серис и промо для второй леги будут в описании к видео. Качаю эмулятор, там накатываю рейд, скачав его по промо-ссылке от зарубежного блогера, и вуаля, мадамка у меня на аккаунте. Но, как вы понимаете, и это еще не все. Ввожу промик для новых игроков. Если я не ошибаюсь, он действует что-то около 24 часов после создания аккаунта. И получаю подрика Кряжестого. Поначалу я хотел взять Пелопса, но потом подумал, я с Пелопсом уже игрался, а вот подрика у меня не было. Хочется пощупать старичка.
как бы странно это ни звучало. Итак, что мы имеем? Буквально старт аккаунта, уже 2 леги и войдовый эпик. Но это ли несчастье? Откуда еще я могу получить героев на халяву? Акция «Пригласи друга». Друзей, которых можно заманить в рейд, у меня нет, поэтому придется выкручиваться самому. После нескольких часов страданий я сломал рейд. Ну вы посмотрите, мне даже не дали возможность выбрать кого-то другого, кроме Каэля. Более того, в такой ситуации тебе сразу кидают в компанию, где после первого же уровня выпадает древний осколок, который игра заставляет открыть, и из него выпадает либо Хоуп, либо Дьяволица. Я без понятия, что это, но на 2 из 3 рефок у меня была такая ситуация. Создав всех рефералов, я взялся за прокачку рефок руками, так что периодически мой рабочий стол выглядел примерно так. Если вы не в курсе, как запустить несколько окон, то просто запустите игру, отправьте героя в компанию и во время боя остановите процесс лаунчера. Если это сделать сразу в бастионе, то у меня вместе с лаунчером закрывается и сам клиент. Получалось только когда герои были в бою. Можно, конечно, использовать RSL Helper, но он у меня отказывался обновляться, и даже когда я смог его побороть, эта зараза все равно отказывался работать. Так что пришлось качать руками. Итак, 15 минут и все ревки выкачаны до 10 уровня, а это значит, что Джаммарса уже моя, но призывать ее на данном этапе я не буду. Я лучше приберегу ее как очки на будущее слияние. В будущем в планах также этим путем получить и Кронома. А еще в момент прокачки мне пришла гениальная идея. В будущем стать ментором для этих же аккаунтов и как бы вернуть их в игру. Смекаешь? Также успел поругаться с монитором. Алло, игра, дай в себя поиграть. Пожалуйста. Короче, обучался полным ходом. Не забывая про свой аккаунт, поднял его тоже до 10 уровня. И снова подарки. Из-за того, что я начал играть по ссылке, которая, напомню, будет в описании, на 10 уровне аккаунта я получил Фахракена. И знаете что? Это просто офигенно. В нынешнее время стартовать в рейде крайне просто и непринужденно. Лично у меня большие ставки на этого толстячка. Я думаю, что он, как и Фоллен с Подриком, зайдет мне вообще везде. Ну, на первое время так точно. Супер, стартовые приготовления завершены. Ну и поскольку начал я все это фантастическое приключение в 1:30 ночи, на момент получения Джаммарсы у меня было уже около 3 утра. Я решил отправиться баиньки и продолжить на следующий день. Во второй день игры я уже не был ограничен жалкими позывами своего организма с напоминаниями, что уже как бы пора спать. И вот тут я уже мог разгуляться. Я несся по миссиям только вперед. Одеть героя атаки — сделано. Одеть героев на арене — готово. Победить 3-го дракона? Нет ничего проще. Я несся к арбитру словно неумолимый рок, как неукротимый дворф рвался к своей цели, пока не наткнулся на миссию клана. В чем, собственно, проблема? Мне надо вступить в клан. Ну, берем любой рандомный, вступаем, все супер. Надо получить 3 звезды за активность, а это значит, что нужно отбить 2 ключа кланового босса, подраться на арене и провести в игре 90 минут. И вот тут проблемка. Энергия простаивает, делать по миссиям нечего, по-хорошему нужно просто подождать. Но я решил потратить время иначе. Я решил пока заранее продвинуться по кампании. Ну и как только откатывался таймер, бежал на арену фармить медальки. Любой, кто играл в рейд и проходил миссии арбы, в курсе, что начинать фармить их стоит как можно раньше, потому что по миссиям мне потом потребуется конское количество медалей для покраски зала. Но в целом все супер. Прошел немного кампанию, отфармил арену, и вот уже получена награда за активность в клане. Можно толкать миссии дальше. И вот я снова несусь вперед. Ласкает меня только ветер. И снова препятствие. И снова миссия клана. Нанести 500 000 урона клановому боссу. А ключики-то уже тю-тю. Потрачены. Мне ждать почти 4 часа до получения нового. Капец. Что делать? Непонятно. Я пошел в компанию фармить рарки для реликвара. Все равно это придется делать, так почему бы не сейчас. Захожу в ДНМский лес. 3 захода и хозяйка душ моя. Захожу в дворец Аравии. 5 заходов. Принцесса в кармане. Дальше пустоши. И там я получаю... А ни хера я там не получаю. Так как за 300 потрачены энки, в воительнице там даже и не пахло. Я-то наивно думал, что смогу реликвара собрать в этот раз быстрее, а ведь мне еще дьяволицу фармить. Зато, подняв уровень аккаунта, я получил еще одного эпика. Им оказался персонаж поддержки из орков, а именно
Тагор. Сразу открою карты. В будущем еще ожидается приход красотки из Огринов Ууга. Давайте немного подобьем мои активы по героям на второй день игры. Мой пул состоит из Фолина, Подрика, Фахракена, Тагора, Мадам Серис. Где-то в портале тусуется Джамарса, и за поднятие уровня аккаунта я получу еще Ууга. Как по мне, это прям весомая заявка на будущее. Поскольку я у мамы инвестор и планирую играть в долгую, то первые рубины решил сразу влить в шахту. После прокачки шахты до 3 уровня следующей крупной покупкой будет покупка талантов для Фолина. В таком темпе за второй день я смог закрыть первый этап миссии арбитра. Поскольку данное видео по большей мере несет чисто ознакомительный характер со мной и моим челленджем, прогресс аккаунта, как одеты чемпионы и все, что удалось пройти, я буду показывать в следующих выпусках. Потому что, не хочется мне делать видео с часовым хронометражем. Выпуски будут, кстати, выходить раз в неделю. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать, как будет развиваться данное мероприятие. Ставьте лайки, пишите комментарии, залетайте в ТГшечку. Ну а я буду закрывать свое лицо и буду с вами прощаться. Всем хорошего дня, удачи и еще услышимся. Бля, куда я лезу?